Добрый день, дорогие подписчики и гости нашего канала. Благодарим, что вы с нами. Так вот, отличный способ заменить простые углеводы в своем рационе – это фрукты. А вы мне скажете: погодите, профессор, так во фруктах тоже сахар, фруктоза называется. А я скажу вам, в них еще есть клетчатка, которая дает чувство как раз насыщения. Так вы можете выпить литр яблочного сока, но не сможете съесть 1,5 килограмма яблок за раз. Именно столько фруктов надо для производства 1 литра сока. Плюс вместе с яблоками вы получаете необходимую клетчатку, которая помогает работе желудочно-кишечного тракта. Сухофрукты – это альтернатива конфетам, например, к чаю. Они маленькие, долго хранятся и, самое важное, сладкие. Однако с ними осторожно. В день можно съесть только горсточку сухофруктов, неважно каких. Финики это или курага. Финики осторожно тем, кто имеет нарушение глюкозного обмена, преддиабет, ну и, конечно, сахарный диабет, понятно. Сухофрукты лучше заливать водой на какое-то время, дабы убрать лишний сахар. Во время чаепития представьте, что вместо чернослива вы на самом деле едите спелую сливу. Вы же понимаете, что не сможете съесть 15 слив сразу после плотного обеда. Поэтому надо ограничиться 3-4 штучками сухофруктов за прием еды. Специй. Если вы любитель ярких вкусов и без любимых сладостей не можете пить привычный кофе, то здесь помогут специи. Например, чашечку утреннего кофе вы можете добавить не ложку сахара, а щепотку корицы. Это придаст напитку совершенно новый аромат и вкус. Крупы. Крупы тоже углеводы, но углеводы сложные, то есть они расщепляются намного дольше, чем простые сахара. Вот они и дают нам чувство сытости и богаты многими микроэлементами. Если предательски постоянно хочется чего-то сладенького, значит не хватает углеводов. Благодаря крупам вы и норму сахара не превысите и сможете легко насытиться. Ягоды – отличный источник сладкого вкуса и минимум калорий и углеводной нагрузки. Они замечательно подходят для домашней выпечки, смузи, салата. Правда, есть пара проблем. Во-первых, они довольно дорогие, даже летом, если у вас нет своего огорода. И во-вторых, их непросто найти в холодное время года, а иностранные фасованные ягоды часто водянистые и безвкусные, как трава. Еще один секрет. Употребляйте эти углеводные продукты в первой половине дня, и вы забудете о жировых складочках навсегда. На сегодня все. Берегите себя и свое здоровье. Подписывайтесь на наш канал, и все будет только хорошо. Вот увидите.